Камень массой 0,5 кг соскользнул по наклонной плоскости с высоты 3 метра. У основания приобрел скорость 6 метров в секунду. Определите работу силы трения. Так, масса известна 0,5 кг. И скорость известна. V равно 6 метров в секунду. Определите работу силы трения. Тут еще h равно 3 метра. И здесь V у нас будет известно. Если камень находится на высоте 3 метра, он имеет соответствующим образом потенциальную энергию. Можно ее записать. V потенциальная энергия равна масса умножить на G умножить на H. Если он движется вниз, его потенциальная энергия, конечно, уменьшается, но полная энергия остается прежней. У него получается, что в данном случае энергия расходуется изменение потенциальной энергии, увеличение кинетической энергии и еще на что-то, на какую-то работу. Полная энергия никуда не денется. Вот эта энергия, которую он имел на самой верхней точке, она уйдет на кинетическую энергию, которая будет в конце, и на какую-то энергию, которая расходуется в течение его движения по наклонной плоскости. А что здесь будет? Будет, наверное, сила трения, выполняет какую-то работу. Можно посчитать о том, какая не будет кинетическая энергия в конце. Можем записать, что полная энергия вот это будет равно кинетическая энергия в конце плюс какая-то работа. Какая-то работа, потому что в конце, в этой точке, потенциальная энергия будет равна нулю. Здесь полная энергия равно mgh равно кинетическая энергия в этой точке плюс работа. Работа сил, какие тут воздействовали на камень, когда он двигался вниз. Так отсюда можем определить, какая была выполнена работа. Сил трения – это mgh минус mv квадрат делить на 2. Можно вынести за скобочки массу. Здесь будет у нас gh минус v квадрат делить на 2. Давайте подставлять сюда эти значения. Равно 2 кг, 0,5 кг умножить на g 9,8 метров за секунду в квадрате и умножить на высоту на 3 метра минус 6 в квадрате 36 метров в квадрате на секунду в квадрате делится на 2. Или равно 0,5 кг. Здесь получается, не будем перемножать, а запишем так. 29,4 метры на метры на секунду в квадрате минус 18 метров в квадрате на секунду в квадрате равно. Смотрите, метры квадрата на секунду в квадрате можно вынести за скобки, чтобы не потерять всех размерностей. Будет 0,5 килограмм. Здесь будет метры квадраты на секунду в квадрате. А здесь будет 29,4 минус 18. Если мы перемножим, у нас будет 5,7. От чего килограмм на метры квадрат делить на секунду в квадрате. Ну, это можно расписать вот эти вот именно величины, уже зная о том, какое здесь будет число, 5,7. Смотрите, здесь пишем так. Килограмм, вот это метры квадраты, на метры умножить на метры и делить на секунду в квадрате. Вот это что у нас будет? Килограмм на метр на секунду в квадрате. Это ньютон. Умножить на метр, это будет джоуль. Можно так записать. 5,7 ньютон умножить на метр или равно 5,7 джоуля. Вот эта потенциальная энергия, которая у него была в этой точке, превратилась в кинетическую энергию со скоростью 6 метров за секунду. Здесь не требует ее вычислить, она тут появилась в процессе вычисления. И разница между потенциальной энергией вверху и этой кинетической энергией в этой точке была работа, которую выполнила сила трения, направленная, естественно, в противоположную сторону на этом участке, не зная ее длины, на работу по преодолению сил трения. Так и запишем. Трение равно 5,7 джоуля.